Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы будем проводить очень важную обработку растений на нашей даче. Это поздняя осенняя обработка, однако это не искореняющая обработка, которая проводится уже после листопада. Почему? Потому что еще листья не упали, поэтому нельзя сейчас проводить искореняющие обработки в виде, предположим, высококонцентрированного раствора железного купороса. И иначе мы просто растения пожьем. Все еще достаточно зеленое, и вот давайте я вам покажу, что послужило причиной проведения вот этой срочной обработки. Это проявление на листьях деревьев. Вот такие пятнистости, которые начали появляться. Это многолетний флокс. Видите, идет поражение, заболевание, и в результате этого отмирает лист полностью, он начинает желтеть, потому что сок в него уже не поступает. Все, растение, если не остановить сейчас, понятно, сбросит через некоторое время листья по природным причинам, однако же заболевание останется. Надо заболевание уничтожать, пока есть возможность. Клен. Вот это клен наш псевдоплатановый, он очень красивый. Видите, с одной стороны он красного цвета, с другой стороны он был зеленый. Должен пожелтеть, тут еще больше багрянцем покрыться и стоять красивый-красивый. А вместо этого листья просто пропадают. Идет опять же поражение. Смотрите, что происходит с листьями. Ждать нельзя ни в коем случае. Пока приобретет этот процесс более масштабные проявления. То же самое, клен, это маленький такой у нас в виде куста. Он в прошлом году такой багряный был, такой красивый, такой. Сейчас вот что происходит. Зеленые листья, минуя процессы порозовения, пожелтения, они просто пропадают. Вот еще такой пример вам показал. Ну и давайте уже на розе посмотрим вот эту пятнистость, да, вот черная пятнистость. Наверняка многие знают из вас проявление этого заболевания. То же самое необходимо сейчас обрабатывать. Чем лучше всего обрабатывать? Есть препараты системного действия, есть препараты контактного действия, есть системно-контактные. Вот смотрите, сейчас в осеннее время при понижении температуры и естественный период покоя наступает у растений, понятное дело, замедляются процессы сокодвижения. Системный препарат, если им обрабатывать, он должен проникнуть внутрь листа и начать разноситься клеточным соком по всем органам растения. Сейчас эти процессы будут существенно замедлены, потому что сокодвижение замедлено по естественным причинам. Вот, поэтому сугубо системный препарат для такой обработки в прохладное время осеннее уже малопригодный. Кстати, хочу траву показать, газон. Вот смотрите, да, есть, должна она чуть-чуть такая становиться немножко желтизной в начале ноября, да, вот сегодня-завтра, начало ноября уже. Однако идут процессы более серьезные. Вот этого не должно быть, вот такого пожелтения существенно. Это тоже болезнь, поэтому газон тоже будем обрабатывать. Так вот, насчет системного я сказал, что он будет малоэффективный, потому что медленно движется клеточный сок. Лучше всего в такое время проводить препаратами обработки контактного способа действия, либо системно-контактными. Контактный способ действия — это наносится препарат, действующее вещество, раствор, на листовую поверхность, на стебель, на ствол. В общем, куда бы ни нанесся этот раствор, там он будет защищать растения. Потом он подсыхает. А сейчас, смотрите, небо такое немножко хмурое, и через несколько часов возможен дождь. И осеннее время это нормально, что идут дожди, часто бывают. Вот контактный препарат, свеженанесенный, он может быть смыт ближайшим дождем. Поэтому нужно проводить обработки контактными препаратами хотя бы за несколько часов, чтобы дать ему возможность подсохнуть на поверхности листа. Когда препарат подсыхает, например, медсодержащие препараты, да, вот контактные, очень эффективные от вот таких проявлений. Может быть, видели, да, наносится, и потом следы остаются. Вот эта пленка подсохшая, она продолжает защищать растения. И дождь пленки подсохшей на листу уже не страшен. То есть от момента обработки проведения контактным препаратом до дождя действующее вещество на поверхности листа должно засохнуть. Вот как ориентироваться, не смыло ли дождем. Небольшой дождь, прошедший по подсохшему уже контактному препарату, не страшен. Действие препарата будет продолжаться, он будет ингибировать, будет подавлять развитие болезни, в некоторых случаях уничтожать
развития болезни. Вот так действуют, в принципе, контактные препараты. Ну, а если вы обработали еще раствор, нанесенный на листья, мокрый, и пошел дождь, то, понятное дело, такой препарат будет смыт, и нужно будет повторять обработку. Однако давайте приступим все-таки к проведению обработки. Я уже тут все приготовил. Обрабатывать буду системно-контактным препаратом Редомил Голд. Я думаю, многие из вас знают его. Два действующих вещества. Одно системное, оно все-таки чуть-чуть будет как вспомогательным сейчас проникнет в растение, но все-таки оно будет недостаточно эффективным. Основное вещество, которое будет действовать, оно контактное. Небольшая пачка у меня на 5 литров. Обязательно разводим сначала в небольшом объеме воды. Ну, хотя бы вот в такой баночке. И очень желательно, особенно вот сейчас, когда есть угроза дождя, использовать любой прилипатель. Прилипатель еще больше будет цементировать, то есть дожди будут уже не так страшны. Друзья, и, конечно, при работе с любыми препаратами по защите растений необходимо применять средства индивидуальной защиты. Обрабатывать необходимо очень тщательно, потому что действие препарата будет только там, куда он попадет. К сожалению, эта обработка уже не вылечит пораженные растения, однако она существенным образом уменьшит популяцию патогена, и ее меньше пойдет в зиму. Мы еще искореняющей поздней обработкой железным купоросом уменьшим, и весной у нас останется небольшая часть патогенов от того, что есть сейчас. А это очень важно, сколько останется на весну. Чем меньше оставим на следующий сезон, тем легче будет в следующем сезоне с болезнями бороться, и, естественно, тем здоровее будут наши растения. Поэтому не пренебрегайте, увидели такое, проводите обработку, не бойтесь, растениям уже ничем вы не навредите, немножко усилий с нашей стороны, ну, затраты, конечно. Если нет редомила, предположим, можете обработать препаратами хлорокись меди, можете обработать препаратом, предположим, ГАРД, очень хороший медсодержащий препарат. Вообще все практически медсодержащие фунгициды контактного действия для такой обработки очень хорошо подойдут. В том числе редомил тоже очень хорошо подходит. На этом видео заканчиваю. Спасибо за внимание. Всем удачи, здоровых растений, здоровья вам и мирного неба над головой. До свидания.